США начали обратный отсчет. Трамп ждет четкого ответа от Путина. Детали заявления американского президента. Москва предупреждает Берлин о возможной войне между странами. При каких условиях РФ атакует Германию. Заявление российского МИДа. Новый контакт. Госдепартамент отчитался Лаврову о переговорах европейцев, американцев и украинцев в Париже. Каков итог встречи и почему Зеленский заговорил о территориях. Бионическая рука, которая управляется силой мысли и на расстоянии. Новая разработка в сфере протезирования. Скандал между Кыргызстаном и Россией. В Москве оправдали силовиков, которые избили мигрантов в московской бане «Бодрость». Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Не Крымский мост, а НПЗ. В Украине военные аналитики обсуждают, по каким целям ВСУ могли бы применить ракеты «Таурус», если бы Германия решила их передать Киеву. Эту тему, напомню, вновь оживил, вероятно, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который рассматривает такой вариант. Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в интервью одному из украинских медиа заявил, что дальнобойный «Таурус» не стоит тратить на мост. Есть цели более приоритетные. На самом деле, для меня лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод, что принесет эффект значительно больший. Давайте лучше сожжем новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, торгуя украденным украинским зерном, сжиженным газом и нефтью со странами и выходя из Черного моря, чем играть с этим мостом. Если бы правильно было поставлено задание, этот мост уже давно можно было ликвидировать. О большой войне с Берлином заговорили в России. Захарова уверяет, что Германия станет полноценным участником войны, если хоть один «Таурус» прилетит по российской территории. Вы знаете, мне кажется, лидеру ХДС было бы полезно уяснить следующее. Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры, а в качестве цели, как вы, наверное, заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост, вы об этом сказали. Так вот, все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии. Белый дом предупреждает Кремль. Осталось мало времени. Путин должен дать ответ, готов к миру или собирается воевать. Ответа из Москвы Трамп ожидает в ближайшее время. Сколько еще времени вы дадите Владимиру Путину, чтобы ответить на ваше предложение о прекращении огня, прежде чем введете вторичные тарифы или санкции? Посмотрим. Мы должны услышать от них на этой неделе. Очень скоро, на самом деле. Посмотрим. Мы хотим, чтобы он остановился. Мы хотим прекратить смерть и убийство. Ждет Трамп и другого важного для него события. Не терпится поставить подпись под сделкой о редкоземельных металлах Украины. Он готов был подписать соглашение еще в конце февраля. Но, как помните, произошел скандал с Зеленским. Кстати, накануне Трамп забрал свои слова обратно. Теперь он не считает, что именно Зеленский начал войну. Я не возлагаю вину на Зеленского, но меня совсем не радует тот факт, что эта война началась. Эта война никогда бы не началась. Если бы я был президентом, миллионы людей были бы живы сейчас. Я его не обвиняю, но я бы не сказал, что он справляется блестяще. Я не его поклонник. Это правда. Я небольшой его поклонник. Тем временем в Париже прошла глобальная трехсторонняя встреча. Европейцы теперь официально за столом переговоров о мире в Украине. И теперь официально одна из сторон, с которой также будут считаться. На каких условиях РФ и Украина собираются достичь мира. Эти очень открытые и откровенные дискуссии позволили продвинуть размышления европейцев, украинцев и американцев, которые договорились встретиться на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение на этой основе, чтобы мы могли надеяться в ближайшем будущем достичь полного, всеобъемлющего и безусловного прекращения огня, на которое украинцы уже согласились и на которое, как мы надеемся, согласится Россия. В украинском офисе президента также прокомментировали заявление Трампа, который теперь ждет ответа от Путина. Киев также ждет реакции Москвы. Глава украинского офиса президента Ермак заявил, что единственный ответ от Путина, который нужен Украине, это поддержка полного прекращения огня и согласование механизма контроля, мониторинга и гуманитарного трека.
человека. В то же время Зеленский уверяет, что сейчас действительно первое и главное – это прекращение огня, а потом, возможно, будут разговоры о территориях, но какие именно, не ясно. Кроме того, Зеленский недоволен спецпосланником Трампа, того обвинил в распространении российской пропаганды. Как я вам сказал, сегодня мы обсуждаем безусловное прекращение огня. И до прекращения огня мы не будем обсуждать территорию. Вы знаете мою позицию и наши красные линии. Мы никогда не признаем ни одну из наших временно оккупированных территорий, украинских земель, и не признаем их российскими. Я считаю, что господин Уитков перенял стратегию российской стороны. Я считаю, что это очень опасно, потому что он сознательно или бессознательно, я не знаю, распространяет российские нарративы. А вот Россия Уитковым довольна. Напротив, в Москве заявляют, что Россию и США, которые и так до недавно были злейшими врагами, вдруг пытаются поссорить. Такое заявление сделал Кирилл Дмитриев, представитель Путина, который буквально в апреле этого года побывал в США и провел встречу с тем самым Стивом Уитковым. Вы знаете, встреча была крайне продуктивна, но, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами. Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах на различных масс-медиа. Дмитриев конкретно не называет потенциальных виновников, тем не менее в США дали понять российской стороне, что все идет по плану. После того, как встреча в Париже закончилась, а стороны, в частности Украина, США, Франция, Британия и Германия договорились о новом раунде переговоров, но уже в Лондоне, госсекретарь США Марко Рубио созвонился с Москвой. У него состоялся разговор с Лавровым, которому объяснили, к чему пришли за столом переговоров во Франции, куда россияне не были приглашены. О деталях разговора сообщает Госдепартамент США. Секретарь передал своему российскому коллеге то же послание, которое команда США сообщила украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже. Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и теперь представили всем сторонам контуры прочного и устойчивого мира. Положительный отклик в Париже на американскую концепцию показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения. Лавров тем временем едет в Узбекистан, о чем Кремль будет договариваться с Ташкентом. Уже 22-23 апреля главу российского МИД будет встречать президент Мирзиёев. В РФ заявляют, что на повестке дня укрепление стратегического партнерства между Москвой и Ташкентом, выполнение договоренностей, достигнутых после визита Путина в мае 2024 года, и обсуждение торговли, инвестиций и гуманитарных проектов. СМИ Узбекистана также пишут, что также темами для переговоров станут региональные и международные вопросы. Отмечу, что представители Кремля совершают не первый визит в Узбекистан практически сразу после того, как в Самарканде в начале этого месяца прошел масштабный саммит ЕС «Центральная Азия». Тогда, напомню, в республику прилетала Урсула фон дер Ляйен. Как считаете, есть ли смысл в этой последовательности визитов в Узбекистан? 19-летняя британка, звезда Инстаграма, тестирует новейшие бионические протезы. Тилли Локи всего 19, но она уже почти 10 лет стоит на передовой технологической революции. Девушка потеряла обе руки в раннем детстве из-за менингита, но не сдалась. Вместе с компанией Open Bionics она меняет представление о том, на что способны так называемые искусственные руки. В частности, Тилли обладательница новейших киберрук, которые могут работать даже когда отсоединены от тела. Изначально же девушка начинала с культовых первых в мире 3D-печатных бионических рук, которые были способны делать несколько хватов. Тогда это стало революцией для людей с ампутацией обеих рук, но теперь новый уровень. А вот новые протезы способны на большее. Это 360-градусное вращение запястья, управление без каких-либо проводов, работа вне тела, то есть можно управлять рукой удаленно, повышенная сила и скорость в 2 раза быстрее предыдущих моделей и полная водонепроницаемость. Для Тилли, которая стала голосом и вдохновением для тысяч людей с ампутацией, этот путь не просто про технологии. Она говорит, что если раньше люди стеснялись своих протезов, то сейчас наоборот, гордятся ими, хотят показать, как это круто. Конечно же, когда речь идет о таких умных протезах. Но еще одна вещь, которая взорвала интернет, это то, что они полностью беспроводные. Если нажать на кнопку, можно отсоединить кисть, что довольно странно. Я могу просто вытащить ее вот так, но я все равно могу управлять ею, когда она не прикреплена.
Я могу двигать ее, даже если она не присоединена к руке. И это те же мышечные датчики, тот же способ управления, как если бы она была прикреплена, но ей даже не нужно быть прикрепленной. Она может отправляться в свои собственные миссии, что довольно безумно. Как вам такие разработки? В нынешнее время, к сожалению, история с протезированием как никогда актуальна, но, вероятно, не все смогут себе позволить такую роскошь. Международные скандалы из-за российских силовиков. Кыргызстан и РФ вышли на тропу небольшой войны из-за избиения мигрантов в одной из московских бань. В Министерстве иностранных дел России теперь заявляют, нарушений нет, силовые органы действовали в рамках закона. На самом же деле это был настоящий террор, утверждают кыргызстанцы, которые оказались буквально в заложниках. 59 человек уложили лицом в пол. Один из пострадавших утверждает, издевательства длились 5 часов. На рукавах нападавших были повязки с надписью «Дружинник». Как правило, дружинниками являются представители российских националистических организаций, которые принимают участие в антимигрантских рейдах в разных регионах РФ. МИД России заявляют при этом, что это была обычная проверка, а вот мигранты якобы сами оказали сопротивление. Отмечу, что события разворачивались в бане под названием «Бодрость». Из 59 задержанных, согласно официальным данным, у 25 были проблемы с документами, а некоторых подозревают в связях с радикалами. Без доказательств, без конкретики, просто подозревают. Такие события привели в недоумение официальных лиц в Кыргызстане. В Бишкеке вызвали российского посла и потребовали объяснений. Омбудсмены двух стран уже включились, обещают разбираться. Но будет ли толк, как считаете? И что думаете о таком отношении? Напишите в комментариях. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!